Твой след потерян, я с головой в песчинках времени упал на дно, и метроном считает в тишине, пока все ждут прихода истины. Святая ложь звучит все искренне, не прячет взгляд и травит яд соблазном душу мне. Привет, друзья, привет, гости канала. Мы сегодня снова приехали на Аргази попытать удачу. Надеюсь, сегодня нам добрый хозяин Аргази поможет в этом, даст нам рыбки. Единственный минус: я забыл кукан. И сумку тоже я не взял. Так что вот как-то так. Надеюсь, что-нибудь придумаю. Купил вот такой же воблерок, какой в прошлый раз оторвал, с заменой на 3 других непонятных, скажем так. Все, приступаю. Так, глубина 8,1. Так. Бросить надо. Все, поехали. Людей уже на водоеме много, лодок уже, я по крайней мере штук 20 примерно вижу, может чуть больше. Скорость буду использовать такую же, 4,6-4,8, средняя 4,7 до 5 в общем. Так, маленько неправильно я вышел, но ладно, сейчас поправим курс. Так, все, 4,7 я выставил. Время сейчас 8 часов.
Погода сегодня нам благоволит. Обещали ветер, волну, ну дай бог все обойдется. Погода будет хорошая, даст нам половить рыбки сегодня хорошо. На что я очень надеюсь. Все, идем курсом, ждем поклевки. Не хотеть что-то рыбка ловиться. Буду воблера менять. Походу сетевики всю рыбу уже выдолбили, все, что можно было. На эхолоте рыбы-то не видать. Что-то сегодня прохладно как-то. Ой, да у меня тут трава, что-то валялось. Костюм-то я зимний сегодня одел. А вот носки что-то теплые-то я не одел. Ну и что ты сегодня не ловишь? Ловил же в прошлый раз. Что-то тебе надо. Так, друзья, что-то у меня тут все упало. Так. Ставлю-ка я вот такой желтенький. Может, у него что будет? Он поярче, с красным пузом. Этот еще не разловленный. Сейчас на него судак килограмм на 5 как сядет. Так, не разловленный. Ровно идешь или криво идешь? Ровно идешь. Гремишь? Гремишь. Все. Осталось только тебе рыбу поймать. Путь, добрый путь. Так, не знаю, говорил, не говорил сегодня. Может, кто-то не смотрел предыдущие ролики. На 120-е салаисты, бандиты и так далее я выматываю 200 футов. Леска 0,14. Ловлю без поводка. С поводком что-то последнее время хуже ловится. Не знаю, с чем это связано. То есть вот 200 футов и поехали. Просто надо периодически смотреть плетенку, состояние, чтобы она была без потертостей. Особенно если щуку достали, чтобы она не была коцаная. Я вот сейчас собирался, пока у меня лодка накачивалась, собирал спиннинг и обнаружил, что у меня на плетенке сантиметрах примерно 10 от карабина такая, скажем так, потертость приличная, может на вкус. Если вы такую обнаружили потертость, взяли, перевязали новый узелок и поехали, или пошли, кому как удобнее. Солнышко встает, погода радует. Еще бы рыбка порадовала. Так, воблерок играет нормально. Кончик отыгрывает. Вообще некоторые ходят скоростью 5-5,5 км в час до 6. Но с такой скоростью непонятно, как у вас воблер играет.
по крайней мере для меня. То есть вот 4,6, 4,8 я понимаю. Вот так у меня кончик играет. Я понимаю, когда у меня он дно начинает чиркать. А когда беспредельно кончик дребезжит, и непонятно, что там. Либо он на дне у вас воблер, пашет дно, либо он у вас в толще воды где-то идет, не знаю. Я вот не понимаю так. Кто-то, видимо, уже приноровился, что вот им столько вот надо, у них такой-то спиннинг, такая-то плетенка и такая-то скорость. То есть это опять же под каждую плетенку надо свою скорость, свой отпуск. Допустим, та же самая плетенка 0,25 на водоемах, допустим, сом есть. Там, соответственно, скорость увеличивать, отпуск увеличивать. Там уже, грубо говоря, футов 300 надо делать. Потому что вот, если вот 120-ми я делаю отпуск 200 футов, то когда ставлю Солоиста 90-ка, допустим, то там уже делают 300 футов. И у него заглубление получается такое же, как у 120-го. Он точно так же пашет дно. Хотя на воблере на 90-м написано там что-то, по-моему, 3,5. Сколько он там? 2,5, 3,2 он идет, 90. Но, как практика показала, вот с Андреем мы рыбачили. На 90-е рыба брала хорошо, на 120-е не реагировала. Отпуск мы делали побольше. И у нас с моей скоростью он заглублялся отлично. Хожу я сегодня опять по своим точкам. Вышел я сегодня опять с базы часового завода. И на моторе пришел сюда, чтобы опять сети не ловить. Воблеры дорогие, жалко их отрывать. Потому что не всегда помогает отцеп, кошка. Бывает, зацепишься о какой-нибудь камень, как в прошлый раз. Там, видимо, стояла сетка, ее тупо обрезали, а веревку оставили. И куча людей за эту веревку зацепилась. То есть мой воблер уловисто остался на дне. Может, кто-то его достанет когда-то, конечно. Но мне достались 3 воблера, которые, скажем так, непонятные. Мне как бы, я на такие не рыбачу. Ну, попробую, если будет где-то подходящее место, условия ловли, конечно, я их попробую. Я их, правда, не отмыл еще, они у меня так грязные валяются в багажнике в кузове. То есть надо их отмыть хорошенько. Вон кружки у кого-то стоят у судака. Может, на щучку. Я же сца не могу найти, где его купить, непонятно. Чтобы также вот приехал, поставил поставухи на судака. Поставухи я перевязал после Ахтубы. Пришла мне с Алиэкспресс новая леска. Заказал я новые груза. Кому интересно, где я беру груза, пишите комменты, дам ссылочку. В каком-то из роликов, когда я с Настей писал, я показывал, где я беру груза, не помню в каком ролике. По-моему, про поставухи, когда я их вязал. Там в Подмосковье ребята делают груза, ценник хороший, не конский, как везде, потому что на том же Алиэкспресс в разы дороже. В общем, живца не могу найти. Пробовал сам ловить, как он там называется, паук, не паук, сетка, короче, квадратная, малявница или как она называется. Ничего у меня, в общем, не вышло, плюнул я все на это дело.
уже, наверное, ставить их буду на следующий год, как соберемся куда-нибудь на Ахтубу, на Дон, где, как говорится, тот же самый опушок, любая там плотвичка какая-то ловится. Забросил, поймал, забросил, поймал. Потому что здесь у нас, чтобы наловить, это надо потратить уйму времени, чтобы наловить того же самого чебака. Времени, как говорится, в обрез не хватает. Ролики-то некогда смонтировать. Вчера вот один смонтировали, сегодня выйдет. Так, ну ладно, я жду поклевки. Как что-то будет, я включусь. Так, друзья мои, что-то есть. Что-то хорошее. Что-то давит хорошо. Идет на меня сейчас. Тут опять давит. Что там интересно такое у нас? Есть. Ну, что-то не крупное. Не сильно борется. Так. Щучка. Вот такая у нас щучка. Друзья мои. Все, мои хорошие. Все. Так, в пацаке она у меня отцепилась. Сейчас крючок уберем. Воблера отцепим. Воблер хороший. Разловился. На него я еще не ловил. Сейчас я вам его покажу. В общем, вот такой воблерок. Суёки 120 салаист с красным пузом. Так, ты нам не мешался. Мы тебя подмотаем, вот так. Достанем мешок. Сегодня буду складывать в мешок. Сегодня сказали мне щуку брать. Во-первых. А во-вторых, тут мне в посте комментариев понаписали ВКонтакте, что я такой плохой. Рыбу раню, потому что я ее поймал и отпускаю. Тихо. И типа рыба потом сдохнет. Мне вот интересно, как она сдохнет. И я ее отпустил, она не травмирована, ничто. Так же самое, как вот это. Это же тоже практически можно отпустить, она не забагренная. Крови в ней нету. Взяла она в ножницы. Сегодня мне снимать некому меня. Будем пользоваться такой штукой. Кто видеосъемкой занимается, думаю, знакома такая вещь. Сейчас я ее установлю. И мы продолжим с вами. Так, друзья мои. Такой салаист. 120-й поймал нам вот такая щучка, друзья мои. Красавица. С курса я маленько сбился. Сейчас вернусь на намеченный курс. Воблерок отыграл. Крючки целые. Плетенку проверить. Так, плетенка вроде целая. Добрый путь. Ну все, как будет поклевка,
Сейчас я продолжу. Просто в предыдущий раз я вам только сказал, сейчас продолжу, и поклевка произошла. Что меня очень даже удивило. Причем с первого был удар, я не смог подсечь, а вот на втором ударе я ее подсек. Удары такие зверские. Сразу понятно, что что-то хорошее. Так, ну что, ждем судака. Так, друзья мои, что-то у меня есть. Что-то хорошее давит. Давит. Что давит? Башкой вроде не вертит. А, на поверхность вышел. Судак, видимо, мелкий. Либо щучка опять. Надеюсь, едовой судак. Щучка у меня уже есть одна. Айда, мои хорошие. Кто там? Я не вижу на солнце. Кто? Судачок, красавчик. Едовой. Вот ты мой хороший. Так. Все. Друзья, вот такой красавчик. Вот такой воблерок взял. Вот он, красавец. Пойдем к нам в садок. Импровизированный этот садок я сегодня брал для сетей, но когда приехал, выяснилось, что рыбу мне хранить негде, поэтому сети я сегодня, если поймаю, снимать не буду, мне их элементарно складывать некуда. Лодку жалко, лодку после старых сетей очень трудно отмыть. Ну все, я продолжаю. Так, идем по курсу. Скорость скачет 4,7, 4,8. Сейчас у меня, вот если видно, 4,6 вот упала, где волна побольше. Рыбка вот стоит. Не знаю, видно, нет в камеру. Так, сейчас я маленько выйду на курс. Хожу вот по своим точкам. Сегодня по кругу я не хожу, сегодня хожу по коридору, то есть по этому маршруту. И тут прохожу по центру, по коридору. Так, вот стоит опять рыбка с выходами, кормится. Надеюсь, сейчас будет поклевка. Желательно не проворонить ее, подсечь. Потому что я рыбачу не как у всех принято думать. Троллинг — это значит ставил кучу спиннингов в лодку и пошел. Села рыбка, вытащил. Нет, я не так, ребят, рыбачу. Я рыбачу с одним спиннингом. Вот если видно, у меня больше спиннингов нет. С одним спиннингом. То есть точно так же я рыбу подсекаю, чувствую удары в руку. Все то же самое, что на джиг бы я бы ловил, либо если сравнивать это с твичем, если мы бросаем на спиннинг воблерки и твичем, либо ведем равномерной проводкой, все то же самое, я все чувствую. Мне в руку спиннинг все передает, все поклевки, все касания земли. Единственная разница в такой ловле — это то, что я не стою на якоре на одном месте, на точке на какой-то, а иду со скоростью, вот, о которой я вам говорил. Вторая разница в моей ловле — это то, что я не кидаю бесконечно спиннингом по мою приманку. И третья разница — я не кручу постоянно катушки.
Я кручу катушку только когда я подсек рыбу и ее вытаскиваю. Такой ловли, что мне нравится больше, потому что мы охватываем больше акваторию. А принцип-то такой же, что я бы сейчас, допустим, стоял бы на точке, бросал бы воблерки какие-то, точно так же, там, рудру какую-то, с тремя, там, с двумя крючками, с тройниками. Точно так же бы ловил. Только здесь результат мне больше нравится. Я, конечно, люблю ловить и на джиг. У меня есть куча приманок. И на мандулы ловлю, и на резину, на другие снасти. Также твичу где-то на речках, на небольших водоемах с берега. В роликах, наверное, видели, у меня куча тоже воблерков есть, бросковых. Но троллинг в один спиннинг мне нравится больше. В роликах, конечно, я позже покажу, буду выкладывать рыбалку на джиг, рыбалку, там, твич и так далее. Но в основном вся рыбалка у меня идет, если, допустим, на наших водоемах, либо вот на реках, это у меня троллинг. В море тоже мне нравится троллинговать. Так, у меня поклевка была, подсек, болтаюсь уже, отвлекаюсь. Нравится мне кефаль с берега зимой ловить на море. Ну, в общем, в роликах можете посмотреть, какая мне рыбалка нравится. Также и на море рыбачу, и на реках. Когда возможность позволяет, везде путешествуем. Скажем так, в основном это в отпуск, либо в какие-то каникулы. Но пока находимся у нас дома, то на Аргази, также на других озерах. Раньше мы часто ездили на Ирдяги. Это в основном весной на карасика, на фидеры мы ловили, на удочки ловили. В этом году мы туда приехали, рыбы там нет, всю рыбу выдолбили. Ни одного там рыбака нету, все глухо. Так, ну ладно, продолжаем рыбачить. Так, друзья мои, что-то есть. Есть хорошее. Бьет, давит. Башкой вроде не вертит. Так, идет на меня. Тут легко идет. Так, кто там у нас? Видимо, судачок проходной. Так, 30 футов, где-то рядом уже. Ты где, дружище? Вот он ты, красавчик. Взял в ножницы на 2 крючка. Так, друзья мои, взял опять на такого воблерка. Хорошо взял, еще и зацепился. Такой проходной. Так, это, дружок. Сейчас я тебя распутывать буду. Отдай. Ну, как взял хорошо, в челюсть аж. Верхнюю пробил. Хорошо я его подсек. Удар был сперва. Я приотпустил. И на втором ударе я его подсек. Лови, сейчас сниму тебя. Молодец! Только вот я тебя поругал. Умничка ты мой.
что-то не крупное идет. Мне кажется, даже винтом идет. Только вот воблер поругал, что он не хочет работать. Он раз и поймал. Молодец какой. Что там, щучка? Щучка. Щучка. И отпустить тебя такую. Зачем такая маленькая нужна? Это даже тебя померить нечем. 35 есть, тебе нету. Давай мы тебя отпустим. Отпустить я тебя хочу. Давай, мамку зови. Вот такая щучка хорошая. Давай, иди, маленькая. Зачем ты маленькая нужна такая? Давай. Будешь уплывать? Это что, заберу в сумку тебе. Давай уплывай. Вот молодец. Давай, расти. Друзей там, судаков зови. Так, плетенку проверить. После щук всегда проверяйте плетню. Особенно, когда на несколько крючков садится. Так, плетня у меня вроде целая. Опять вот такой воблерок сработал. Сегодня на него буду рыбачить. Быстрее всего. Если перестанет работать, тогда другой поставлю. Пока работает, разловим его хорошенько. Все, продолжаю. Так, друзья мои, что-то есть. Или зацеп, или рыба. Скорее всего, зацеп. Откуда он тут взялся, непонятно. Но не бьется. Так, пойду я навстречу, наверное. Была бы рыба, билась бы. Да-да, ты бьешься, я знаю. Мне интересно, что там такое. Что я там поймал? Разловленный воблер. Что там такое может быть? Да, быстрее всего сеть. Буду пробовать отцеплять. Кошку достану. Да, одному-то неудобно вообще как. Так, давайте так буду пробовать. Мотором, что ли? О, что я поймал? Ремни какие-то, друзья мои. Да что это такое? Я его подниму. Подниму. Так, давайте я его вытащу. Никто больше не поймался, как я поймался. Сейчас херакс, там сундук с золотом.
О, что я нашел. Чей-то якорь, короче, поймал. Ой, какой он грязный. Помыть его надо. Я и думаю, откуда тут сети. Вроде никогда сроду сетей здесь не было. А тут хопси, сеть. Это чей-то якорь. Кто-то якорь оборвал. Ладно. Берем мусор. Чтобы больше никто не поймался. Воблер не оторвал. Вот так вот. Так. Теперь осталось мне распутаться. Что я тут напутал? Кошку первым делом уберу. Так. Спасибо тебе. Помогла опять воблерок спасти. Так. Что тут? Как запуталось? Так. Ну, давай, не буду тебя убирать. Заодно подсохнешь. Осталось воблера выпутать отсюда как-то аккуратно. Вот я поймался. Поймался-то фигня вообще, краешком. Крепкий ремень, видимо. Так, пока вот так, пускай полежит. Вот такую штуку, друзья мои, я поймал. Что-то у меня эти ослабли ремни, что ли, на моем кресле. Что это? Неудобно сидеть стало. Если подтяну, продолжим. Так, это нормально. Все, теперь в ту сторону. В общем, был у меня стул сломанный, валялся. Я сделал такую классную штуку. У кого больная спина, скажем так, как у меня, берите на заметку. Очень удобная вещь получилась. Сидишь как на троне. Очень удобно. Плетенку посмотрю, если все окей. Мы отправимся с вами опять в плавание. Волна вроде маленько утихла. Так, плетенка вроде целая. Что говорят, китайцы делать не умеют. Молодцы китайцы. Так, тут что у нас? Нормуль все. Все он работает. Так, где я? Кто я? Так, я маленько не дошел. Сейчас я развернусь. Да, я точку свою еще не прошел. Все, поехали. Друзья, что-то ветер вообще усилился. Волны что-то как на море уже стали. Хоть бери, разворачивайся, блин. Осталось-то маленько дойти. Рыба-то стоит. Волны все больше и больше.
на пипец. Я уже полчаса ползу. Волны вообще бешеные. Мне еще вон за тот мыс. Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, порадуемся на своем веку красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем merci beaucoup.